Друзья, мы с утра едем сейчас на завтрак фобо покушать, да? Заплетала реку в косы, да на утренние росы убегала молодая, а любви еще не знала я. Заплетала реку в косы, да на утренние росы. Друзья, этот ресторанчик уличный, где подается вот этот фо, чем он знаменит? Тем, что это настоящий фо, вот такой, который должен быть, потому что здесь хозяева вьетнамцы, и он вот такой, какой должен быть. Поэтому посмотрим, кто не видел этот ресторан. Простенькое место такое, вот на углу здесь улицы в Такмао. Хозяева сами вьетнамцы, пластиковые стулья, железные столы. Вот у них там варится бульон. Здесь у них лапша, здесь у них вот эти тарелочки. А вот эпи уже принесли. Мне принесли. Такая большая порция. Порция просто большущая. Вот. Чем он отличается от того фо, который, вот, допустим, есть в России, допустим, в Воронеже, да, вот там есть такое фобо, вьетнамский ресторан, в торговых центрах в Воронеже такой есть фо, да. Он отличается тем, что он просто более наваристый. И вот видите, здесь просто какие компоненты. Здесь такие фрикадельки еще есть, соответственно, лапша такая же в точь, лучок, мясо. И самое главное вообще, что должно быть в фо, это все-таки суставы. Так, а где у меня тут суставы вот здесь? Ну вот они, вот у эпи. Вот это составляющая вещь. Вот смотрите. Во-первых, это коллаген, это очень полезно для суставов вообще. Я сегодня, кстати, смотрел ролик китайский тут один, и китайцы вот рассказывают, почему-то они всякие такие вещи едят. Потому что они очень полезные. Вот такие вещи. У нас, допустим, такие вещи где есть? Может быть, в холодце, допустим, хаш еще, допустим, вот такое блюдо есть кавказское. Используется. Вот в российских вариантах супа вот фо нету вот такого. Я еще вот отдельно, кстати, заказываю вот такие вот, чтобы были побольше, чтобы покушать их. Ой, простите. А вот у меня есть, я нашел. Вот. Здесь немного они как бы кладут супа. Я вот просто отдельно еще дозаказываю. Да, еще вот такую вот травку дают, но я к травке к этой не особенно отношусь. Эпи, что ты кладешь еще? Покажи. Вот. Эпи еще кладет всякие разные соусы. Она делает. Здесь, кстати, вот у них еще чай такой бесплатно дается. Ну вот у них куча соусов, которые тут есть. Вот. Сейчас вот она покажет, что у нас здесь на... Это такой остренький кетчуп какой-то. Вот это соус, я не знаю, что это. А что это за соус этот черный? Что это? Gatos помидора. Это red, but not spicy, baby. Ну, я понял, что это соус. Ну, короче, какой-то соус. Ладно, не будем углубляться. Вот, потом вот это острый. Это острый. Здесь чили жареный. Это жареный чили, да? Нет, не чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да. Потом вот такой чили, как всегда, есть. Но мне совсем чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Ну и лайм, как всегда, лайм везде. Ну, вот еще обычный перец еще. Вот получается такой вот микс разных вкусов. Суставы. Это просто
Для меня это прям деликатес. To meat bar. Давай перемешаем. And then for this quantity. Давай положим. Okay. Meat. Это просто мясные фрикадельки. Их вот в этот соус, который мы сделали, можно вот так макать. Острый? Ты сидел? Эпик, как всегда, делает себе через край острый. Она себе кинула практически 1,5 стручка красного перца туда. Друзья, по стоимости вот такая большая тарелка стоит сейчас $2.75. Стоила $2.50, сейчас на 25 центов они подняли. И суставы здесь тоже столько же стоят. Но на самом деле как бы съесть ее очень трудно, потому что тарелка прям большая. Я вот уже, честно говоря, наелся. Вот этот суп мы заберем с собой и с рисом дадим Тимуру, потому что у нас Тимур сложно с ним питание, поесть хотя бы наваристого бульона говяжьего. Здесь место такое популярное, тут и машины пытаются припарковаться, но я специально поехал на мотоцикле, потому что на машине здесь бывает, что просто вообще нет места встать. Ну и что, как? Во сколько работают? Start open 4 in the morning. 6, Yeah, close at 11 o'clock. в 11. Yes, and open afternoon 3 o'clock, finish 7 o'clock. Yeah. 3 часа и до 7 часов. Так, это мы взяли с собой. Я сказал хозяйке, что, может быть, кто-нибудь приедет к вам. Друзья, кстати, приезжайте. Геолокация будет в описании. Немножко далековато ехать от центра Пномпеня. Но, с другой стороны, здесь сколько? А сколько тут ехать? 20 минут, да, от BKK-1? Да? 20 минут от BKK-1 ехать, на самом деле. Если на мотоцикле, еще быстрее. Вот так. Вот так вот. Фо-Сория. Вот такое место. Вон у деда какой классный электромобиль. Друзья, кто не помнит, это вот здесь я жил 2 года практически. Сосед, он там начал пристраивать себе тоже 3-й этаж. Вон там сосед 3-й этаж построил. Значит, давайте я вам дальше покажу, что тут у нас изменилось. Ну тут вот, смотрите, дом со змеями. Дом со змеями завалился совсем. Турник мой стоит. О, нормально. Вот там, видите, большой забор сделали, там будет какой-то большой ресторан. Они его построили, или, точнее, строят. Забор построили. Вот за тем забором будет большой ресторан. Ну, вот так тут течет жизнь потихонечку. Какая-то стройка везде идет. Камбоджа, на самом деле, это сплошная стройка. Сейчас вот это место нашего завтрака. Но видите, сегодня мы уже поели фобо, поэтому мы сегодня здесь не поедим. Вот, хорошие ребята с хорошим завтраком, очень вкусным. Смотрите, вот такая тележка. Это драгонфрут.
Вот смотрите, сейчас сезон идет. Знаете, сколько стоит килограмм? Вот он такой вот. Это красный, он еще бывает белый. А вот тут, кстати, и белый есть, да? 75 центов стоит килограмм вот этого классного фрукта. Видите, как они эмоционально общаются. Это такое вот эмоциональное общение. Они еще тогда говорят, что русский язык грубый. Да вот их только послушаешь, у них так очень звонко. Тара-та-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Остановился вот сейчас немножечко посидеть в парке в нашем поселке. Сегодня уже чуть-чуть пожарче. Вчера у нас, кстати, была погода 27 градусов, и позавчера прям такая нетипичная. Но дождичек шел периодически. А сегодня уже будет пожарче. Вот, друзья, все. Вот такой был короткий ролик. Фобо – это все-таки вьетнамское блюдо. Очень интересный суп. Делают его, как правило, вьетнамцы. Здесь, кстати, вьетнамцев очень много. Здесь есть много всяких вьетнамских ресторанчиков, и маленьких, и больших. Да и вообще, как бы, Вьетнам тут очень рядом до Вьетнама. Здесь от Пномпеня там 100 километров с небольшим. И вьетнамцев много очень живет. И, кстати, камбоджийцев тоже очень много живет. Там порядка 6 миллионов вообще живет там в южной части Вьетнама. Друзья, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на телеграм-канал. Заходите в телеграм-канале. Очень много чего интересного о Камбодже есть. Есть у нас телеграм просто о Камбодже, есть телеграм о недвижимости. До свидания.